Сейчас вы узнаете, как за 0 злотых посетить самый эстетичный парк Варшавы, увидеть город с высоты, обойти больше 15 музеев, послушать Шопена на улице, ну или попытаться переплыть Вислу и в целом экономить, изучая столицу. Приятного просмотра! Начнем с необычного. В Варшаве есть 15 мультимедийных скамеек Шопена, где вы, нажав на кнопку, можете послушать разные произведения композитора. Место каждой лавочки выбрано не просто так. Возле одной была кофейня, в которой Шопен часто бывал, возле другой жила его сестра. Где-то он учился, где-то играл в детстве, где-то впервые выступил публично 8 лет, а где-то даже захоронено его сердце. И как по мне, идея этого проекта очень крутая, потому что через такой интерактивный способ можно и ближе познакомиться с величайшим польским композитором 19 века и, конечно, изучить Варшаву. Правда, мы тыкали, и в итоге не натыкали, не работает лавочка, ну либо по QR-коду, точно не знаю, но как минимум, как я представляю, если сканировать его, скачать там приложение, то можно найти адреса всех лавочек, идти и пробовать, где какая работает. Надеюсь, другие работают. Вторая лавочка тоже не сработала, но, как мы проверили по сайту, собственно, соединения с сайтом нет, поэтому, возможно, нам просто не повезло. Если вы как-то тестили лавочки или у вас получится, дайте знать. Куда же без библиотеки Варшавского университета? Сама архитектура этого здания не может не восхищать, и то, как красиво переплетается культура и природа. Но отдельный плюс библиотеки – это бесплатный ботанический сад на крыше со смотровыми площадками. Да, мы это место уже снимали, но это было зимой, в серую погоду и без сада, потому что он работает с 1 апреля по 31 октября. Так что сейчас исправляем. Сад состоит из 2 частей – верхней и нижней. По нижней можно прогуляться, увидеть красивый фонтан, пруд, скульптуры и отдохнуть на траве. С крыши вы можете насладиться видами на Вислу и панораму города, изучить растения, которых тут очень много, и даже подсмотреть, что происходит в библиотеке через вот такое атмосферное окно. Из необычных и, я бы сказала, скрытых локаций Варшавы хочется выделить Королевский сад с Виляновским дворцом. По четвергам вход на территорию сада обычно бесплатный, да, экскурсия по дворцу платная, но идти на нее не обязательно. Лично меня это место впечатлило, то, как роскошно выглядит сам дворец, какие красивые здесь цветы, фонтан и какая, правда, уютная атмосфера здесь царит. Кстати, дворец был построен в честь и для одного из королей Польши, Яна III Собеского, которого вы можете увидеть на банкноте в 500 злотых. Территория для прогулок не очень большая, но украшенная красивым озером с уточками. Как вы поняли, атмосфера парка идеально подходит для прогулок влюбленных пар и, конечно, свадебных фотосессий. Но знаете, что интересно? Для многих пар, особенно если один из них иностранец, процесс регистрации брака в Польше может стать настоящим испытанием. Ну, вы сами помните, как мы ездили в Грузию, чтобы не проходить те круги ада в виде консульства, кучи документов и долгого ожидания. Но оказывается, есть человек, который помогает оформить все быстро, без лишних хлопот и бюрократии. И главный в обход консульства, что важно для украинцев и белорусов. Это Ася, и она готова помочь вам в регистрации брака. Быстро, надежно и объясняя все нюансы простым языком. Более того, в ее профиле вы найдете бесплатные инструкции по регистрации брака и сможете получить справку о непребывании в браке, минуя консульство. Просто пишите в комментариях к вот этому видео слово «брак» и получите подробную инструкцию в личные сообщения. Это реально поможет упростить весь процесс. А записываясь на любую услугу, связанную с браком, вы получите персональную скидку 14%, указав мой промокод Троценко14. Бесплатные дни в Варшаве есть не только в Виляновском саду, но и во многих музеях. В понедельник приходите в музей плаката, во вторник в музей карикатуры, в среду в музей Шопена и Королевский замок. Таких музеев есть как минимум 12. Ссылку на карту с ними ищите в описании под видео. Там есть Центр современного искусства, Лазенковский дворец, Национальный музей Варшавы и не только. Бесплатные есть даже экскурсии. Например, компания Orange Umbrella проводит бесплатные экскурсии по старому городу, а Free Walking Tour работает за донат в любую сумму.
Также поделюсь с вами лайфхаками экономии в Варшаве. Во-первых, вы можете бесплатно ездить на велосипедах в Эйтурила. До 20 минут поездка бесплатна, если нужно, можно просто обновить велосипед на станции. Главное, чтобы на счету в приложении у вас лежало 10 злотых, и вы внимательно следили, чтобы велосипед заблокировался после поездки и с вас ничего не сняло. Во-вторых, чтобы следить за бесплатными мероприятиями в городе, рекомендую подписаться на крупнейший новостной телеграм-канал о Варшаве, чтобы знать, чем заняться на выходных, какие распродажи сейчас проходят, что по киноафише и, в принципе, что происходит в городе. Например, недавно тут вышла статья с рейтингом худших для жизни районов Варшавы, а буквально сегодня и завтра пройдет Королевский фестиваль света в Вилянове, где участие бесплатное. Ссылку на канал оставлю в описании, подписывайтесь и следите за всеми новостями. Что еще можно поделать бесплатно в Варшаве, так это прогуляться по набережной Вислы. Скажу честно, я не любитель этого места, особенно в выходные, когда здесь много людей, шумно, громкая музыка и такой перегруз впечатлениями получается. Но я, другим может нравиться, тем более в будни, как сейчас, или утром, в утреннее время. Поле тут спокойно, уютно и можно гулять. Из интересного можете пройтись по довольно новому велопешеходному мосту к Праге. Тут часто можно послушать живую музыку и отдохнуть на лавочке, наслаждаясь видами на город. Через реку можно также переплыть на пароме бесплатно, за что спасибо организации Dzielnica Wisła. Есть специальный сайт, на котором каждые 2 недели появляется новая партия бесплатных мест на рейс. Рейсы же проходят ежедневно в назначенное время, длятся около часа, и чтобы на них попасть, нужно внести депозит 20 злотых, который вернут вам в течение 2 суток. Место отправки зависит от корабля, которых всего 8. Приготовить барбекю можно и на пляже у реки, но мой личный фаворит – Скорышевский парк имени Подеревского. Вот честное слово, как от сердца отрываю. Уютнее и спокойнее природного места в Варшаве я не встречала. По парку приятно гулять, отдыхать на траве, поиграть в фрисби или бадминтон, наблюдать за собачками, плавающими в озере, посидеть в тишине, слушая пение птиц. И интересно, что сколько бы раз мы сюда не приходили, как минимум в первой половине дня людей здесь немного, и это супер плюс. Не отходя далеко от воды, переходим к фонтанам, но не обычным, а мультимедийным. Шоу фонтанов – одно из бесплатных и красочных развлечений в Варшаве. Правда, работают они только в сезон, с мая по сентябрь, по пятницам и субботам. В другое время вас порадует разноцветное освещение, а самая зрелищная часть шоу ждет вас в 9 часов вечера. А что насчет муралов? По всей Варшаве раскидано несколько десятков красивых рисунков на многоквартирных домах, и с каждым годом это количество только растет. Любители творчества и искусства могут устроить собственный тур по муралам. Обычно на них изображены известные личности, важные события, рисунки с особым смыслом и креативная реклама. Чтобы найти муралы, вы можете вбить ключевое слово на Google картах или изучить сообщество на Фейсбуке, посвященное этой теме. Ну и, конечно, Лазенки. Прекрасное место для отдыха и расширения своих знаний. Королевский парк Лазенки – это огромный исторический садово-парковый комплекс, расположенный в центре Варшавы. На его территории в 76 гектаров расположены дворец на острове, Мыслевицкий дворец, музей охоты и верховой езды, памятник Шопену, атмосферный китайский сад, Уездовский замок, амфитеатр и разные скульптуры. В парке часто проводятся выставки, концерты, встречи с философами и историками искусства. На их сайте можно увидеть актуальные мероприятия и купить билет. По сути, Лазенки – это 3 парка в одном. Королевский парк 18 века, романтический 19 и модернистский 20. Ну что, пишите в комментариях, какое место и лайфхак вы берете с этого видео. Я вот в восторге с парка в Вилянове. И обязательно проверьте описание, там много полезных ссылок. Увидимся совсем скоро. Пока!